30-е годы. Весь Советский Союз, в составе которого находится и Казахстан, во власти сталинского террора. Везде и всюду проходят суды троек, в которых 3 человека, представители НКВД, прокуратуры и коммунистической партии, в кратчайшие сроки выносят приговоры так называемым «врагам народа». Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Сначала коммунисты осудили и расстреляли оставшихся представителей интеллигенции. Тех, кто во время гражданской войны выступал на стороне белого движения и не успел эмигрировать. Они считали их идейными противниками, так же, как и представителей духовенства. В Казахстане в тот период были арестованы и казнены деятели партии «Алаш», оказавшие наибольшее сопротивление власти большевиков. А далее красная чума начала пожирать своих же, тех, кто изначально был на стороне советской власти и участвовал в свержении царизма. Иосиф Сталин друг за другом уничтожил всех своих соратников-однопартийцев. В Казахстане также были расстреляны убежденные революционеры – Сакен Сейфуллин, Темирбек Жургенов, Турар Рыскулов и многие другие. Среди жертв красного террора оказался и Санжар Асфендияров, человек, стоявший у истоков казахстанского образования и науки, написавший первую книгу об истории Казахстана, посвятивший свою жизнь служению стране и народу. Он был убежденным большевиком, верил в идеи коммунизма и равенства, был предан партии, но был уничтожен ею же. Его наследие было сокрыто от нас на протяжении долгих лет, и до сих пор мы не восстановили память о нем в полной мере, не осмыслили все, что он сделал для нас и для своей Родины. Санжар Асфендияров, несмотря на приверженность идеям коммунизма, был рожден в семье знатной и богатой. Его отец был потомком Абулхаира, мать Абылай-хана. То есть происхождение Санжара Асфендиярова было самым высоким. Вот как в документах царской администрации описан дед Санжара Асфендияр. Из характеристики чиновника особых поручений Оренбургской пограничной комиссии Лазаревского 26 января 1850 года. Сюгалин Асфендияр, Есаул, султан, должности не имеет. Лет 55, правнук Абулхаир-хана и внук Айчувака. Кочует в Табынском и Бершевом родах. Место кочевания по рекам Чингирлау, Сыр-Салды, Уленты. Зимнее против Затонного и Кармановского форпостов. Имеет 2 жен и 2 сыновей. Богат, бойкого ума и хороших способностей, знает татарскую грамоту. Довольно говорит по-русски. Между киргизами он известен как самый красноречивый, но красноречие это именно в киргизском духе. Характера решительного, но хитрого, вспыльчив и иногда горяч. Тщеславен, тароват и щедр. Как старший в племени Айчувака, он имеет влияние на всех султанов Айчуваковичей. Киргизы его любят и боятся, предан правительству. Отец Санжара, Сейд Джафар, окончил специализированную школу для султанских детей в Оренбурге и сделал блестящую карьеру сначала в Оренбургском, а затем в Туркестанском генерал-губернаторстве. Он стал профессиональным переводчиком, а затем главой дипломатического отдела и посольского дома. Был награжден различными государственными орденами и первым из казахов был удостоен звания генерал-майора с правом ношения мундира. К примеру, на этом фото представительная делегация посольства бухарского эмира Сид Абдаляхат Бахадурхана в Петербурге. Ротмистр Сейд Джафар Асфендияров выступает в качестве переводчика представителей Романовской династии с правителями среднеазиатских государств. Тут надо отметить, что для российской администрации
позиция переводчика это имела стратегически важное значение, потому что это были люди, которые не просто переводили, но и которые фактически знакомились с местными обычаями, традициями, помогали как бы осуществлять функции управленческие на местах. Поэтому, конечно, позиция эта была очень важной. Плюс к этому он же все-таки был чингизидом, имел отношение. Его, кстати, отец, если был потомком Абулхаира хана, то мать была потомком Аблай хана. То есть у него с двух сторон были чингизидские корни. И как бы это делало, конечно, их достаточно высокопоставленными людьми для своего времени. Санжар тянулся к знаниям с детства, обладал прекрасной памятью, способностью к языкам. Помимо родного казахского, знал русский, арабский, бегло говорил по-французски. Родители приняли решение отдать его на учебу в Ташкентское реальное училище. В те годы это учебное заведение считалось элитным. Учащиеся изучали в нем биологию, химию, географию и другие естественные науки. Выпускники получали право на обучение в любом вузе Российской империи. Естественно, Санжар Асфендияров с детства выделялся особой аккуратностью. По психотипу он прежде всего был человеком холеричного типа, очень взрывным, резким, но это прежде всего выделялось тем, что у него был очень острый, открытый ум. Он очень быстро реагировал на изменения жизненные, очень быстро находил на любые сложные вопросы, которые в школьной скамье ему задавались. Это прежде всего связано с тем, что человек обладал редким интеллектом уже в школьные годы, до поступления, опять же, в реальное училище. У него были все задатки будущего энциклопедиста, ученого, потому что он обладал достаточно широким кругозором знаний. И это, безусловно, его выделяло, конечно. Окончив училище, Санжар Асфендияров поступает в Императорскую военно-медицинскую академию в Петербурге. Здесь преподавали основоположники русской медицины – Боткин, Попов и многие другие. Конкурс был очень большим, и отцу Асфендияр-Султану даже пришлось написать письмо-прошение на имя туркестанского генерал-губернатора Градекова, чтобы он ходатайствовал о принятии на учебу его сына Санжара. В студенческом деле Санжара Асфендиярова, хранящемся сегодня в Российском военно-историческом архиве, есть очень много удивительных, редких документов. В свое время полковник царской армии, отец Санжара, обратился к генералу-губернатору Туркестанского края Николаю Градекову с просьбой о даче рекомендаций для поступления в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. И на просьбу полковника генерал Градеков отнесся с пониманием и поддержал эту просьбу. И обратился лично к военному министру Российской Федерации Александру Федоровичу Редигеру. Вот письмо, вот здесь написано вот военному министру Редигеру, а это уже подпись самого Градекова с просьбой о зачислении Санжара Асфендиярова в военно-медицинскую академию. Вот так началась судьба, путь в мир знаний молодого тогда еще Санжара Асфендиярова с участием двух генералов Российской империи, генерала Градекова, генерала Редигера, в мир большой знаний. 1912 год. Санкт-Петербург того времени не только политическая, но и культурная столица Российской империи. Здесь кипят события, развивается театр, опера, балет. И вместе с тем набирает силу революционное движение. Выходит в свет первая пролетарская газета «Правда». Именно тогда Санжар Асфендияров впервые заинтересовался идеями марксизма. При этом там же, в Петербурге, Санжар Асфендияров тесно общается с другими своими земляками – Мухамеджаном Тынышпаевым, Алиханом Бакиханом, Ахметом Беримжановым, Мустафой Шокаем, Халелом Досмухамедовым. Они также в те годы живут, учатся и работают в Петербурге. На мировоззрение Санжара
Осман генерал, оказал огромное влияние именно газета «Казак» и казахская интеллигенция, собранная вокруг редакции газеты «Казак». А газета «Казак», которая вышла первый номер буквально 2 февраля 1913 года, и по 18 год включительно, эта газета монопольно управляла общественной мыслью в Казахском крае. Газета «Казах», она была первой общенациональной газетой, и она стала первой международной газетой. Ее выписывали во всех вузах Российской империи, начиная там, с Киева, Варшавы, там, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани. Вся казахская молодежь выписывала эту газету, и их мировоззрение состоялось именно под влиянием газеты «Казах». Эту газету издавала именно западно ориентированная казахская интеллигенция. Хотел бы показать, кстати, эту фотографию. Это вот наш из книги Халила Дусмухамедова. Здесь фотография. И тут на фотографии написано, что это казахи, обучавшиеся в петербургских вузах. Как раз это 1908 год. И здесь на этой фотографии тут нет самого Асфендиярова Санжара, а есть его сестры. Это Гульцым и Марьям. Это сестры Асфендиярова. Есть вот Халил Дусмухамедов, есть Сейдалин здесь, там, и несколько других. Тынышпаев Мухамеджан здесь есть. То есть они все общались, конечно. Они все взаимодействовали, они все искали, ну, скажем так, какой-то, пытались найти ответы на те вопросы, которые есть. Ну, как это обычно для высокообразованных людей, которые, скажем так, расширяют свой кругозор. Дореволюционная Россия была милитаристской державой, крупнейшей. Она уделяла очень большое внимание подготовке офицерских кадров, в том числе и военных медиков. Поэтому Санкт-Петербургская военная академия имел статус императорского. Он находился под покровительством самого императора. И некоторые профессора, которые преподавали в этой академии, имели в табеле о рангах статус тайного советника, что означает генерала-лейтенанта в армии или вице-адмирала во флоте. Вот такие выдающиеся люди преподавали в этой академии. И, конечно же, и уровень преподавания, и полученные знания были очень высокими. Поскольку Санжар в Ташкентском реальном училище не изучал латинский язык, ему приходилось учиться уже в Санкт-Петербурге в течение года вольнослушателем латинский язык, и он сдал экзамен по латинскому языку, получил такое свидетельство. Оно тоже имеется в его личном деле. После которого он уже обращается непосредственно ректору академии, называлась она начальник академии, о зачислении его в студент. Вот его собственноручная подпись Санжара Асфендиярова. «Прошу, ваше высокоблагородие, ходатайствовать перед начальником академии о зачислении меня в действительность студента академии». Это было подписано 23 сентября 2008 года. Вот так он становится студентом. Тогда же Асфендияров знакомится со своей будущей супругой, дочерью известного юриста и ориентолога Сералы Лапина, Рабигой. Девушка славилась своей красотой и образованностью. Она училась в Павловском институте благородных девиц на курсах, которые были организованы царской семьей для девушек из благородных семей. Здесь их обучали иностранным языкам, этикету и политесу. Они встретились в опере. Отец Рабиги имел свою ложу в Мариинском театре и часто приглашал земляков-студентов на премьеры. Санжар и Рабига понравились друг другу сразу. Их сближало не только высокое происхождение, но и взгляды, интересы, которые разделяли они, любовь к литературе, истории. Санжар сразу дал понять, что намерения у него самые серьезные. Вскоре Санжар и Рабига стали самой красивой и обсуждаемой парой в своем кругу, а затем поженились. По окончанию медицинской академии Рабига и Санжар вынуждены на время расстаться. Асфендияров получает назначение на службу в Туркестанский край, в урочище Термез. Здесь дислоцировались несколько туркестанских стрелковых полков и 1 батальон. Здесь часто вспыхивали инфекции, такие как тиф, малярия. Асфендияров лечит военнослужащих, усиливает свои знания практикой. Конечно, в опасную зону Санжар взять с собой молодую супругу никак не мог.
она уже была в положении, поэтому отправилась в дом своего отца в Самарканде. Год 1914. Первая мировая война. Санжар Асфендияров, как кадровый офицер российской армии и военный врач, был призван в составе 5-го туркестанского стрелкового полка на фронт. Однако практически сразу же полк, в котором служил Асфендияров, попадает в немецкое окружение, далее в немецкий плен, который длится целый год. И мне кажется, Асфендияров вот как раз в числе аристократов, которые искренне верили в социалистическую идею. И мне кажется, большую роль в этом сыграла история с его нахождением в немецком плену. Вот, когда, будучи военным медиком, в 2014 году он попал в плен вместе со своим полком, оказался в окружении и примерно около года пробыл в плену. И затем, благодаря миссии Красного Креста, вот как раз врачи были при посредничестве Швеции освобождены, вернулись в Россию. И он сам говорит, что его революционная деятельность начинается как раз после освобождения из плена. Вот, и мне кажется, здесь было определенное разочарование идеями либеральной демократии. В Европе, будучи в плену, он разочаровался, видимо, несколько в Европе. Кроме того, свою роль, наверное, сыграло то, что он все-таки был блестящим интеллектуалом. И в некотором роде был очарован работами Ленина. У него очень много ссылок на работы Ленина, у него очень много ссылок на работы Маркса, Энгельса. И чувствуется, что он очень хорошо проработал эти материалы. Время такое было. В целом мир был очарован тогда идеями Ленина. Это надо признать. Только в 1915 году при помощи Красного Креста Асфендияров был освобожден, но по возвращению на родину, как военнослужащий, побывавший в плену, а значит ставший неблагонадежным, сразу же попал под пристальное внимание царской охранки. Поэтому революция 1905-1907 годов, это, конечно, Российскую имперскую власть напугала в первую очередь именно в связи с тем, что очень активно использование рабочего движения в стачках, в вооруженной борьбе против правительства и так далее. Поэтому, конечно, социалистическую идеологию не очень была популярна. Но в то же время, для властей, но в то же время социалистическая идеология была популярна среди интеллигентов, среди интеллигентной молодежи Санкт-Петербурга. И в этот момент как раз Асфендияров, у него несколько отличаются пути его взгляды идеологические от основной массы казахских интеллигентов. Потому что Асфендияров все-таки больше ориентируется на социалистическую идеологию. То есть он близок к партии не к большевикам, потому что большевики в тот момент были достаточно маргинальной политической силой. Он близок к партии социалистов-революционеров. Он не вступает в эту партию, но близок идеологически. Да, воинская служба, солдатская среда еще больше укрепила в нем неприятие царской политики. И когда в 1916 году в Ташкенте, где он служил старшим врачом дружины, начались волнения против указа царя о призыве казахов на тыловые работы, эта дружина отказалась открывать огонь по мирному митингу местных жителей. В итоге весь личный состав дружины, в том числе и ее врач Санжар Асфендияров, были переброшены в отдаленный Термез. Здесь он и встретил весть о свержении царя в феврале 1917 года. Октябрьская революция. Событие, коренным образом поменявшее не только судьбы всех жителей империи. Она изменила мировой порядок, обозначила новые полюса мироустройства, новые векторы развития общества. Изначально весть о свержении монархии была позитивно воспринята очень многими. Колониальная политика царизма себя изжила, и это чувствовали все слои населения – и рабочий класс, и интеллигенция. Причиной которой была серьезная экономическая и социальная разруха в Российской империи. Россия очень большая. Государственное объединение, очень большое государственное объединение, оно не смогло противостоять в военном отношении маленькой империи, маленькому государству Японии. Поэтому вот это поражение в русско-японской войне, оно стало неким таким триггером, индикатором изменения общественного сознания
особенно среди людей образованных. Люди не могли понять, как Россия могла проиграть Японии. В таком подходе, естественно, в такой ситуации идет экономический и политический анализ. Люди образованные, получившие высокое образование, собственно говоря, все время самообразовывавшиеся, они так или иначе обладали элементами методики анализа политической и экономической действительности. И та действительность, которая существовала в то время в Российской империи, она однозначно давала только один ответ. Российская империя в кризисе, российская государственность не смогла противопоставить себя и в период Первой мировой войны Германии, где тоже дело завершилось практически военным поражением. Движение «Алаш» занимает резко отрицательное отношение к победе большевиков. Известно письмо Букиханова, где он очень критически относится к большевикам и призывает к учредительному собранию. Это понятно. Для движения «Алаш» это был очень важный фактор, потому что они на учредительное собрание и на демократизацию России делали большую ставку. То есть демократизация, федерализация России – это была ставка на определенный момент. Но в этот же период времени начинают к власти в Туркестане приходят местные советы, которые в основном формируются из представителей местного русского населения. Это такая очень специфическая ситуация, потому что, например, в Семиреческой области представители местного русского населения это в основном крестьяне-переселенцы. И у них свой собственный конфликт с казаками местными, русскими же, но в то же время у них достаточно сложные отношения с казахами, именно потому что во время подавления восстания 16 года именно крестьяне-переселенцы были главными бенефициарами, они изъяли огромные объемы земли у казахского и киргизского населения в тот момент. И это, конечно, сказывалось. Поэтому именно и когда из них сформировали советы народных депутатов на тот момент, то получилось, что это не совсем соответствует идеологии, которая была заявлена большевиками в Москве, в центральном аппарате большевистской партии. Первые, явно негативные последствия управления страной большевиками проявились осенью 1918 года, когда в Казахстане разразился страшный голод. Начались эпидемии холеры и тифа. Не было лекарств, не хватало больниц. Местное население вымирало целыми семьями. Тогда была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с голодом под руководством наркома здравоохранения Турара Рыскулова. К работе этой комиссии Рыскулов привлек и Асфендиярова, как профессионального врача, имеющего опыт работы в условиях военного времени. И где он действительно проявил, во-первых, свои великолепные, замечательные организаторские качества, его действительно, скажем, истинное желание помочь своему народу избавиться от этого голода. Санжар активно включился в работу. Всестороннюю поддержку и помощь ему оказывала Рабига. Супруга была с ним рядом вместе с дочерью Алией. И их любовь и забота наполняли и вдохновляли его. Он готов был работать без устали, искренне веря в то, что светлое будущее обязательно наступит. Турар Рыскулов назначил Асфендиярова комиссаром здравоохранения Туркестанской республики. Первым делом Санжар начал решать кадровые вопросы. Он организовал специальные курсы по подготовке медицинских работников. В этой работе ему активно помогала сестра Гульсум Асфендиярова. Буквально за год они обучили более 500 лекарских помощников и 200 акушерок и медсестер. А в 120 городских больницах республики число больничных коек было доведено до 10 тысяч. В области здравоохранения все-таки брат с сестрой Асфендияровой в середине 20-х годов сделали очень много в Казахстане. Она добилась открытия акушерских курсов, начала женское образование медицинское. Тогда разрешалось женщинам только лишь работать в сфере акушерства, либо возглавлять женские детские отделения в общих больницах. И только в исключительных случаях, при отсутствии врачей-мужчин, они могли самостоятельной практикой заниматься в обычных больницах. Поэтому понятно, что на тот момент не только в Казахстане, в целом в России женщин-врачей было немного. Ну а в Казахстане, Туркестан, степной край, там вообще по пальцам можно сосчитать, и ее работа в этом направлении, конечно, была грандиозной. 20-е годы. Кризис усиливается. Провал экономической политики большевиков усугубил неурожай, засуха и, как следствие, падеж скота. Казахи оказались за чертой бедности. Еще в период царизма у них были изъяты лучшие плодородные земли. Теперь же у них отнимали последнее – скот. Улицы заполонили беспризорники.
Смотреть на это Санжару Асфендиярову было очень тяжело. Он взялся за проведение в Казахстане земельно-водной реформы. Эта реформа позволила более или менее урегулировать отношения между русскими переселенцами и местным населением. Благодаря Асфендиярову казахи получили такие же права на землю и воду. После 21 года, после голода 20-21 годов в Советской России переходят к политике НЭП, новая экономическая политика. То есть главный вопрос был связан с тем, чтобы снять вопрос, вот то, что было связано с продоразверсткой, так называемым насильственным изъятием продовольствия у села, и переход к продналогу. То есть какая-то часть выплачивается продналогу, остальной рынок. И вот этот переход к рынку, он привел к тому, что большое количество земель, которые на самом деле, по идее, должны были быть изъяты у крестьян, которые были захвачены у казахского, киргизского населения во время восстания 16 года, они де-факто не стали изыматься. Почему? Потому что советская власть столкнулась с дилеммой. С одной стороны, это надо было изъять, но тогда это вывело бы эти земли из сельскохозяйственного оборота. И как раз Санжар Асфендияров отвечал за этот процесс. Потому что если бы они, предположим, вывели большое количество земель из сельскохозяйственного оборота, то есть не производило бы там пшеницу, зерно в том объеме, то, потому что казахское хозяйство в большей степени все-таки привычнее заниматься кочевым или полукочевым скотоводством, то это бы на самом деле сказалось бы на достаточно тяжелой ситуации с продовольствием, которая была. И поэтому Москва принимала такое Соломоново решение, она говорила, давайте пока не будем активизировать. Если первый, 20-21 год еще активно идет политика изъятия земли, возврат ее, то уже потом 22-23 становится сложнее, потому что рыночные отношения и как-то тут здесь есть. И вот здесь, конечно, позиция комиссара земледелия имеет огромное значение, потому что нужно было решить вопрос земельный, нужно было решить вопрос с переселенцами, потому что переселенцы в это время тоже приходят, потому что в это время голод как раз в Поволжье очень активно, очень много людей бежит на территорию Туркестана, где считается есть много продовольствия. Мы это понимаем, что здесь есть свои нюансы и все. Поэтому Санжар Асфендияров проявил достаточно большую гибкость в этом вопросе. Успехи Асфендиярова не остались незамеченными. И в 1921 году он получает пост председателя представительства Туркестанской республики в Москве. Он блестяще отстаивает интересы своей родины перед центром. В 20-е годы Асфендияров переезжает на работу в Москву уже состоявшимся государственным деятелем, имея опыт во многих государственных структурах. Большевикам в центре было гораздо легче по сравнению с республиками. Почему? Потому что у них до революционной России было и правительство, и министерство, все госорганы управления со всеми региональными подразделениями и десятки крупнейших университетов готовили для них кадры. Но Советский Союз сначала разрушил все до основания, а потом начали строить что-то новое. А периферии Казахской республики, Туркестанской республики все было начинать с нуля. Не хватало и кадров, не хватало высококвалифицированных специалистов. Поэтому, работая в Москве, Асфендияров буквально каждый день был на связи с Туркестанской республикой, Казахской республикой, помогал по всем вопросам. Он был полномочным представителем Казахстана и Туркестанского края, неофициальным, по всем этим вопросам. Поэтому в 2021 году Асфендиярова заметили, и его назначают руководителем представительства Туркестана во Всероссийский Центральном исполнительном комитете. Это была серьезная должность на союзном уровне. Также Асфендияров принял активное участие в процессе размежевания земель и всегда вставал на защиту национальных интересов. Как Алимхан Ермеков по заданию лидеров Алашорды в Москве спорил со Сталиным и с Лениным о территории Казахстана, также Санжар Асфендияров расчерчивал территории туркестанской автономии, указывал, какие территории должны принадлежать узбекскому народу. И самое уникальное, он, по сути, положил основы современной территории Кыргызской республики или Республики Кыргызстан. И я думаю, что киргизы, киргизская интеллигенция это хорошо знают и помнят, и должны это чтить, помнить. Дело в том, что именно Санжар Асфендияров очертил вот эти контуры современного Кыргызстана. Но применительно к Казахстану он же руководил несколько лет одновременно. Это единственный советский деятель, который совмещал два поста.
Он одновременно был народным комиссаром просвещения, собственно, министром образования Советского Казахстана, на тот момент Киргизской автономной республики, и одновременно совмещал пост министра земледелия. Уникальный случай. Причина предельно проста. Никто не мог определить, какие территории должны принадлежать каким регионам. Дело в том, что в Средней Азии постоянно шла борьба за ресурсы Семиречья, водные ресурсы Семиречья, и за ресурсы Присырдарьинского региона. Соответственно, приграничные проблемы не могли решаться в кабинетах росчерком пера, неважно какого деятеля. И именно Санжар Асфендияров сумел максимально безболезненно очертить, чтобы ни одна из наций, народностей этих регионов не оказалась ущемленной. В августе 1927 года Санжар Асфендияров назначается на должность ректора Института востоковедения имени Нариманова в Москве. Это крупнейший в Союзе центр изучения проблем Востока. Санжар Асфендияров придает новый импульс работе этого института и принимает активное участие в научной и педагогической деятельности. А уже через несколько месяцев, в конце 1927 года, ему присуждают звание профессора Второго Московского государственного университета. Именно в эти годы, в годы работы в Москве, раскрывается научный потенциал Санжара Асфендиярова. Он принимает активное участие в разработке единого тюркского алфавита на основе латинской графики и начинает публиковать свои научные труды. В 1928 году Асфендияров возвращается в Казахстан вместе с женой и уже 2 дочерьми. Его назначают на должность директора Казахского педагогического института. В архивах нетрудно проследить деятельность Асфендиярова как ректора Первого Казахского университета, потому что он с большой радостью выступал на страницах печати, приглашая и пропагандируя Первый Казахский университет. Вот его статья «Подготовка Казгу к новому учебному году». Она опубликована в газете «Советская степь» от 4 июля 1929 года. Его заботило буквально все. Это обустройство учебных корпусов, создание фундаментальной библиотеки, открытие новых лабораторий, обеспечение учебными пособиями и, самое главное, приглашение крупных специалистов-ученых из Москвы и Ленинграда. Здесь как раз на помощь к нему приходят его связи в Москве. Без этого невозможно было в Казахстане создать такой университет. И он очень активно приступает к должности ректора, но во главе угла всегда держит один центральный вопрос – подготовка молодых казахов с высшим образованием. Вот что он пишет в своей статье. До 30 казахов нам дадут алматинские курсы по подготовке в вузы, до 25 оренбургские. Затем каждый округ выдвинет 3-5 человек из числа окончивших в этом или предыдущем году педтехникумы. Видите, вот казахи, молодые казахи должны получить образование. Позже эти искренние благие намерения используются как проявление буржуазного национализма. С этого места работы начнется период его деятельности в сфере образования и науки. Он встанет у самых истоков всех образовательных процессов в Казахстане. И вплоть до своего ареста он будет заниматься созданием целой сети вузов и научно-академических учреждений республики. За неполные 9 лет благодаря ему были открыты педагогический, зооветеринарный, медицинские вузы, созданы научно-исследовательские институты охраны материнства и детства, офтальмологии, кожно-венерических и туберкулезных заболеваний, Институт изучения национальной культуры, медицинский институт, который сегодня носит его имя. Через 2 года ректорства Казгу его уже назначают ректором Первого Казахского мединститута. Это было его мечтой, когда он еще был студентом Императорской военно-медицинской академии. И он, взвесив все за и против, с удовольствием соглашается стать ректором Первого Казахского мединститута. Вот сохранилось, этот документ я получил из архива президента Казахстана. Оригинал подлинник находится там. Вопрос решался тоже на высоком уровне. На уровне секретаря крайкома ВКПБ
Змухана Курамусова решением назначается Асфендияров директором мединститута. И здесь он развивает очень бурную деятельность. Помимо того, медицинских кадров, он уже одновременно является, уже начиная с 1932-1933 года, наркомом здравоохранения, но не оставляет должность директора мединститута. Все время помогает, обеспечивает молодой вуз, свое детище всеми необходимым уже как министр здравоохранения. Деятельность казахской национальной интеллигенции начала 20 века они совершили культурный ренессанс в казахском обществе. Даже после установления советской власти вся вот интеллигенция, скажем так, доставшаяся от царского периода, они были отстранены от центральной власти, но они установили, скажем, монополию в сфере образования, науки и культуры. Именно этот момент они воспользовались той возможностью, пусть даже небольшой. Они учредили все вузы, они составили все учебные программы, все учебники. Если надо, они переводили с русского, английского, французского языков учебники. То, что вот мы сейчас, казахский народ, если владеет той современной культурой, так основа этой культуры, образования и науки было создано именно силами казахской национальной интеллигенции начала 20 века. Мы можем по-разному к его политическим взглядам относиться, но это человек, который служил Родине, государственности. И все реформы, которые были им проведены в водно-земельном хозяйстве, высшем образовании, медицинском образовании. Мало кто знает, но он стоял у истоков создания инфекционных больниц, у истоков создания ветеринарных лечебниц в Казахстане, как врач. Он обладал просто выдающимися организаторскими способностями. И в этом плане, наверное, так же, как и Алихан Букиханов, Ахмед Байтурсунов в Алашорде, Алимхан Ермеков – это выдающийся государственный строитель. И советские власти, и большевикам просто повезло, потому что Ленин и даже Сталин, они побаивались Среднеазиатского региона, потому что советская власть не была устойчивым политическим объединением. И такие люди, авторитетные, знающие несколько языков, владеющие инструментарием управленца. Здесь же нужно исходить еще из чего, что многие выходцы из казахской степи, казахской интеллигенции, они интеллектуально, организационно, личностно превосходили лидеров Советского Союза. Просто превосходили. Поэтому не всегда так преподносят и говорят при трактовке истории, но деятельность этих людей доказывает как раз, что они практически не ошибались в своей работе и выполнили на 100%. Советский Союз, советская власть в Казахстане состоялась не только благодаря кнуту, не только благодаря репрессиям, но и благодаря умелой и эффективной работе таких людей, как Санжар Асфендияров. Обратите внимание на это фото. На нем запечатлены преподаватели и студенты Казгу. В самом центре ректор Санжар Асфендияров. Справа от него Халел Дусмухамедов. А это один из лидеров Алашорды, просветитель и филолог Ахмед Байтурсынов. Именно сотрудничество с ними, факт того, что привлек к работе деятелей Алаш, то есть идеологических противников, станет одним из отягчающих обстоятельств после его ареста. Но несмотря на давление, ни до ареста, ни после него он не станет очернять их. Мне кажется, вот эти жернова репрессий он бы в любом случае попал как очень яркий представитель политической элиты, даже не занимаясь такой активной политической деятельностью, как, скажем, в начале 20-х годов. Если до этого, скажем, в начале 30-х годов, да, там, в середине 20-х годов это была реальная оппозиция, с которой Сталин боролся, то 1937-1938 годы это потенциальная оппозиция. И вот он, конечно, один из наиболее ярких был представителей возможной потенциальной оппозиции, учитывая плюс еще его и интеллектуальный уровень. Поэтому он обречен был стать там японским шпионом и подвергнуться репрессиям. Год 1932. Санжар Асфендияров принимает участие в создании казахской базы Академии наук СССР и входит в состав первого ученого совета. А вот спустя несколько лет он уже становится заместителем председателя
филиала Академии наук СССР, казахского филиала, поскольку председатель этого филиала находился в Москве, это академик Окладников. По существу функцию председателя этого филиала выполнял он. Это был предшественник Национальной академии наук, который потом блестяще реализовал великий Каныш Имантаевич Сатпаев. Поскольку во время работы Казгосуниверситета у него было запланировано и открытие 2 факультетов – сельскохозяйственных и ветеринарных, а он вел подобные подготовки. И благодаря этой подготовительной работе уже в 30-е годы открывается один за другим сельхозинститут и Зооветинститут, то можно считать Санжара Асфендиярова и основателем всей вузовской системы Казахстана и Академии наук Казахстана. В последующие годы он создает фундаментальные труды «История Казахстана» и «Национально-освободительное восстание 16 года в Казахстане», а также 2-томный сборник «Прошлое Казахстана» в источниках и материалах. Если сведения о скифах, сарматах, саках было известно еще античным авторам, то о тюркском каганате, мощнейшем государстве раннего Средневековья, были известны лишь немногим. Тогда тексты древнетюркских письменных памятников только-только начали переводить. И Асфендияров по крупицам, собирая из разрозненных, разноязычных, в том числе европейских, на немецком языке было очень много трудов, собирая эти материалы, восстановил историю создания великого тюркского каганата. И не только каганата, он перечисляет заслуги Билге Кагана, Елтрыс Кагана, Капаган Кагана, Естеми Кагана, военные походы выдающегося полководца Культигина. Об этом сегодня знает каждый школьник. Но в 1935 году это был первый труд, который концептуально разработал тему создания, функционирования мощнейшего государственного образования, каким был тюркский каганат. После выхода в свет этих книг против Асфендиярова развернулась настоящая травля. 1937 год. Алма-Ата. В передовице казахской советской печати, рупоре государственной пропаганды, газете «Казахстанская правда», на страницах которой возводили в ранг героев и низвергали с ярлыками «враг народа», выходит разоблачающая статья под громким заголовком «Японский шпион в роли историка». Японским шпионом в этой статье называли его, крупнейшего ученого и государственного деятеля Санжара Асфендиярова. Вот что написано здесь. Каждая строчка, выходящая из-под отравленного пера этого прохвоста, дышала ненавистью к нашей социалистической родине, клеветой на Великую Октябрьскую социалистическую революцию, на возрожденный казахский народ, на его историю. Причем одним из первых, кто обрушился на Асфендиярова с критикой и осуждением, оказался его давний соратник Турар Рыскулов. Вот что он писал в своей статье на страницах «Казахстанской правды». Товарищ Асфендияров взял на себя очень сложную и ответственную работу – написать историю Казахстана, дать марксистское изложение истории казахов, что вышло неудачно. Неудачно потому, что автор до конца не отмежевался от буржуазных историков, свалил в одну кучу феодализм и феодальный период, преподносит абстрактные определения общественно-экономических формаций. Этих статей и обвинений было вполне достаточно для ареста и обвинения Асфендиярова в национализме, контрреволюционизме и шпионаже в пользу Японии. Его труды по истории Казахстана были запрещены и уничтожены. Какие только чудовищные обвинения не предъявляли Санжару Асфендиярову. Оно состоит из 11 пунктов. Вот пантюркизм, панисламизм, троцкизм, антисоветизм, контрреволюционная деятельность, шпионаж в пользу Англии, Германии, Японии и даже такое абсурднейшее обвинение о подрывной деятельности Санжара Асфендиярова, созданной им же самим вузовской научной системой Казахстана.
Асфендияров, действительно занимая высокие посты в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ташкенте, Алмате, вел переговоры с иностранными послами, консулами, представителями крупнейших иностранных фирм для приобретения техники, оборудования, как министр здравоохранения, медикаментов для нужды Казахстана. Но следователи НКВД в этом только усмотрели шпионские следы. Некоторые его коллеги, соратники Санжара Асфендиярова, не выдерживая ужасные пытки извергов следователей, может быть, в полусмертном состоянии, подписывали заранее состряпанные протоколы с показаниями. Сейчас один из них, фамилию которого по известной причине я вам сейчас называть не буду, приведу лишь пару цитат из его показаний. Вот что он пишет. «С английской агентурой наша националистическая организация связана с 22 года через участника нашей организации Асфендиярова Санжара, который в совершенстве владеет английским языком». Видите, даже знание языка использовали против него. Вот вторая цитата. В 1936 году мною, он сам себя оговаривает, мною поручено Асфендиярову, Жандосову вести переговоры с японским агентом в Западном Китае об установлении тесной связи с японским правительством в вопросах подготовки войны против СССР и использования нашей организации в интересах Японии. Конечно, такого быть не может. Как может такой человек, как Санжар Асфендияров, как молодой Жандосов, затевать войну против Советского Союза? Это был полнейший абсурд. Это был оговор настоящий под жестокими пытками. Вот почему фамилию этого человека я не называю. Ну, еще важный вопрос один. Почему, собственно, ну ладно, там, малошардинцы это как бы идеологические враги советской власти. А почему коммунистов, собственно? То есть почти все же коммунисты тоже репрессированы. И Санжар Асфендияров был репрессирован, и Мурат Жандосов был репрессирован. Почти все коммунисты первой волны, они все были репрессированы. И как раз вот, я думаю, ответ на этот вопрос, он заключается как раз в том, что коммунистам, центральной власти в Москве не нужны были те, кто, скажем так, идеалистически с их точки зрения, с точки зрения коммунистической власти, понимает идеи, в том числе национального государства. То есть и Турар Рыскулов, и Санжар Асфендияров, и Султанбек Хаджанов, они, ну, скажем так, искренне отнеслись к призывам большевиков о создании национальной государственности, о всех процессах с этим связанных, и думали, что это как раз для них шанс для того, чтобы решить вопросы, которые отвечают интересам казахского народа. То есть мы, по сути дела, потеряли практически всю прослойку образованных, грамотных людей, которые искренне преследовали, каждый со своей, конечно, дороги, потому что нельзя говорить, что коммунисты были там против алашардинцев. Они, каждый видел свою. Цель была одна. Это национальная государственность казахского народа, но каждый хотел прийти к этой цели через свой путь. Вот эти люди уже были не нужны. И, собственно, когда их потеряли, то прервалась преемственность. Полгода длились допросы и пытки. Полгода из него выбивали показания в том, чего он не совершал. Требовали указать сообщников. Однако Санжар Асфендияров выдержал все и не запятнал свое имя клеветой и доносами. 25 февраля 1938 года Санжар Асфендияров был расстрелян. По материалам допросов он никого не назвал. То есть для того времени это был подвиг. Потому что мы знаем уже много о том времени, мы знаем о страшных репрессиях, которые были. Из людей выбивали показания, и практически все оговаривали друг друга, и множество показаний и так далее. То, конечно, то, что материал Санжара Асфендиярова, дело Санжара Асфендиярова, нет подобных свидетельств, это, конечно, о многом говорит. Рабига Асфендиярова, как жена врага народа, также была арестована. Осуждена и отправлена этапом в Акмолинский лагерь жен изменников Родины, печально известный Алжир. Каторжный труд и суровые условия не оставили следа от ее былой красоты. Освободилась Рабига в 1943 году. И это была уже совсем другая женщина. Дочери Санжара Асфендиярова, Алия и Адалят, оставшись без родителей, познали все горести и лишения, какие только могут выпасть на долю сирот, чьи родители были отмечены клеймом «враги народа». Алия умерла совсем молодой,
в 44 года, а Далят дожила до 56. У нее осталась единственная дочь Софья, которая сегодня живет в Ташкенте. О своем великом дедушке она ничего не знала, пока не стала совсем взрослой. Только тогда бабушка Рабига решилась рассказать ей правду о ее происхождении. История семьи Софью Темирбаевну просто поразила. Я, вот, откровенно говоря, прониклась вот этой вот идеей, даже не идеей, а смыслом того, что кто у меня был дед и как. Когда я как-то до меня вот просто как будто вот молния, что ли, я даже не знаю, 20 лет я уже была студенткой, и почему-то меня так поразило, что в 48 лет человека нет, его убили. Ни за что, ни про что. И вот эти вот наследства от того периода у нас остались вот эти фотографии, которые вот я вам показывала. Очень часто смотрела, и вот тогда меня прям поразило. Думаю, такой молодой, красивый человек, и вдруг вот его нет. Бабушка была моя любовь, конечно, самая-самая, потому что в основном занималась она мной, потому что мама работала, а отец тоже, и, конечно, мы были с бабушкой очень большие друзья, и вообще она всегда со мной была. Сколько помню, я с ней на базар ходила и везде вообще. Я помню очень хорошо, как бабушка мне рассказывала, какие были балы у них в училище, как это. И во мне вот это тоже мечта. Она мне всегда уверяла, вот ты будешь такая красивая, у тебя будет такое платье, ты будешь тоже на балы ходить, вот вырастешь. Да, до конца своих дней Рабига Асфендиярова бережно хранила в своем сердце воспоминания о своем любимом муже и о прежней жизни. Она верила и надеялась, что однажды справедливость восторжествует, и их благородные имена будут очищены от клеветы и грязи. К сожалению, мы не знаем, где похоронен Санжар Асфендияров. После расстрела его останки были погребены в одной из общих братских могил под Алматы. Мы не можем прийти к его мазару, принести цветы, отдавая дань памяти, но мы можем помнить о нем и говорить спасибо, когда пользуемся плодами его самоотверженного труда. Он сделал так много для нашей истории, однако сам оказался вычеркнутым из нее на долгие десятилетия. Так давайте возродим его славное имя как пример высокого духа и служения Родине.